Когда Пипа рассказала о скрытых камерах видеонаблюдения в ее доме, лицо экономки побледнело. Она была подавлена сожалением, но было уже слишком поздно. Что Джеки раскопала на записи камеры? Работа Джеки была настолько впечатляющей, что Сэм и Пипа не переставали восхищаться ею, рассказывая о ней своим друзьям и соседям. Она зарабатывала на жизнь, работая на семью, и изо дня в день убирая в их домах. Однако многие мужья, казалось, широко улыбались, когда она была рядом. Сэма интересовала вовсе не ее внешность. Он никогда не думал о ней в таком ключе. Для него она была просто домработницей. Для него его жена Пипа была настоящей находкой. У них давние отношения, они познакомились в старших классах и, бац, сразу же влюбились друг в друга. Они живут в счастливом браке уже 7 лет. Они не смогли провести свой долгожданный медовый месяц раньше, потому что оба были загружены работой и домашними хлопотами. Однако, поскольку Джеки теперь свободна, Сэм решил, что это прекрасная возможность наконец-то осуществить задуманное. Итак, прежде чем начать планировать отпуск, пара позвонила Джеки и спросила, не сможет ли она присмотреть за их растениями и кошкой, пока их не будет. Однако до Пип дошли слухи о некоторых странных историях о Джеки, и она начинает сомневаться, особенно в том, что Джеки собирается пожить у них какое-то время. Сэм была совершенно не в восторге от идеи судить о ком-то, основываясь на слухах, которые могут оказаться не более чем пустой болтовней. Он попытался вразумить Пипу, сказав ей, чтобы она не забивала себе голову этими слухами. Все эти странные истории, которые Пипа слышала от людей, заставили ее задуматься о найме Джеки. Пипа связалась с компанией по установке камер, и они подтвердили, что смогут приехать на предстоящие выходные. Пипа убедилась, что в тот день ее мужа не было дома, и отправила его в магазин с длинным списком покупок. Они расставили камеры в стратегически важных местах по всему дому. Пипа уже представляла, как в следующий понедельник уезжает в свадебное путешествие с улыбкой от уха до уха, зная, что держит это в секрете. Пока они в последнюю минуту готовились к недельному отпуску, супруги держали Джеки в курсе событий. Они хотели убедиться, что она знает, чем заняться в их отсутствие. Джеки разыграла шоу, делая вид, что она вся внимание, но на самом деле их инструкции прошли мимо ее ушей. Отправляясь в свадебное путешествие, Пипа была уверена, что каждый момент будет запечатлен на пленку. Не подозревая, что за ней наблюдают камеры, Джеки вела себя так, как ей заблагорассудится. Добравшись до их квартиры, Пипа с разочарованием обнаружила, что приложение для камеры по-прежнему работает не так, как ожидалось. Все усилия были напрасны. Пипа почувствовала себя совершенно беспомощной, понимая, что ей придется подождать их возвращения, чтобы просмотреть все отснятые материалы о Джеки. Становилось все более очевидным, что Пи не может выбросить Джеки из головы. Пипа оказалась в затруднительном положении, осознав, что единственный способ скрасить остаток недели – это рассказать Сэму о своих недавних домашних делах. Сэм был не в восторге от того, что Пипа установила эти камеры, не предупредив его, как она и предполагала. Но как только Пипа рассказала, почему, по ее мнению, она должна была это сделать, Сэм начал понимать, к чему она клонит. Когда Сэм и Пипа наконец вернулись домой, они были серьезно озадачены тем, что увидели. Квартира выглядела так же, как и прежде, но была безупречно чистой, как будто Джеки пыталась что-то замести под ковер. Это вызвало странную атмосферу в доме, заставив Сэма и Пипу ломать головы над тем, что произошло, пока их не было. Пипа попыталась просмотреть все записи, но угадайте, что? Оказалось, что ничего не было записано, потому что она забыла подключить камеры к приложению. Испугавшись и отчаявшись найти хоть какие-то зацепки, Пипа решила обратиться к своим соседям. Соседка Пипы поделилась с ней, что на прошлой неделе слышала какие-то странные звуки, доносящиеся из их дома, и заметила множество незнакомых машин на подъездной дорожке. На следующих выходных
Сэм и Пипа отправились на романтическую вечеринку, которая, как предполагалось, должна была стать для них незабываемой, но на самом деле это было совсем не романтично. На самом деле Сэм провел вечер, общаясь с другом. Однако Пипа сняла дешевый номер в отеле и с головой окунулась в слежку за камерами, стремясь выяснить, чем на самом деле занимается Джеки. К ее удивлению, Джеки нигде не было видно на диване, где она была замечена в последний раз, когда Пипа заходила в приложение. Как такое вообще могло случиться? Это был момент настоящей паники для Пипа. Пипа начала немного нервничать. Что, если бы Джеки каким-то образом заметила камеры? Это было бы полной катастрофой, верно? Внезапно Джеки сделала нечто, что совершенно сбило Пипа с толку. Это вызвало серьезную тревогу, и в приливе адреналина она бросилась к своей машине и помчалась домой, вдавив педаль газа в пол. Пипа в панике позвонила своему мужу Сэму. Она умоляла его как можно скорее поспешить домой. Пипа наконец-то узнала правду о том, во что была вовлечена Джеки, и ей отчаянно нужна была помощь Сэма, чтобы справиться с ситуацией. Когда Джеки заканчивала свои дела, Пипа ворвалась в дом через парадную дверь, напугав ее до смерти. Не подозревая, что у ее работодателей были конкретные доказательства, она попыталась отговориться. Выражение лица Пип и видеозапись, которой она поделилась со своим мужем, совершенно ясно показали, что бы это ни было, это не могло обернуться добром для Джеки. Джеки, охваченная чувством поражения, приняла мужественное решение признаться во всем. Она призналась Пипе и Сэму, что инсценировала взлом и загрузила свою машину различными ценными вещами. Она намеревалась продать эти вещи, чтобы собрать средства на свое обучение в колледже. Пипа была совершенно ошеломлена этим открытием, изо всех сил пытаясь осмыслить только что услышанную правду. Когда гнев Пип утих, ее захлестнула волна сочувствия к Джеки. Она не могла не задуматься об их собственных обстоятельствах. Пипа успокаивающе обняла Джеки и дала ей понять, что воровство никогда не было приемлемым выбором. Пипа и Сэм проявили щедрость, спонсировав обучение Джеки в колледже, предоставив ей возможность получить высшее образование. После завершения обучения и достижения своих академических целей, она смогла отблагодарить их за любую поддержку и содействие, которые она получала от них.